Чел, какой нахуй братишки? Ты бы еще ролик про Мармока записал бы. Те нормальные пацаны сидят в блендере, часы накручивают, чтобы перед кентами похвастаться. А ты ролик 4-ю неделю не делаешь. Да, вот она, повседневная суета. Даже про подписчиков забываешь. А ведь совсем недавно было лето, и всем было весело. Но время меняется, а вот заставка на моем компьютере как и была дефолтной после установки Windows, так и осталась. И вот я подумал, а что если сделать обои для рабочего стола прямо в блендере? Скажу сразу, что эта идея не совсем моя. Если вам какие-то нюансы будут непонятны, то можете посмотреть этот видос. Ну, это если вы совсем нихуя не понимаете. Начнем с того, что найти блендер можно в Steam. Слава Казахстану, эта программа бесплатная. Честно сказать, это единственный блендер, который я могу себе позволить на данный момент. И многие понимают, что блендер и Cinema 4D это абсолютно идентичные программы, но выполнение определенных действий в этих программах делается по-разному. И, собственно, такую же работу можно сделать в Cinema, если постараться. Но у нас как бы ролик про блендер, так что упустим этот момент. Я надеюсь, к этому моменту многие уже скачали эту программу и, собственно, заходим в нее. Да... Интерфейс. Это самая большая проблема новых программ, ибо все простое уже придумано, а нужно как-то завлекать новых пользователей к себе. Правда, у Blender это не особо получается, потому что, глядя на этот интерфейс, мне хочется выбросить свой компьютер в окно. Но хочу сообщить, что это нормальное явление, и со временем вы привыкнете. А вот с чем вы точно не привыкнете, так это с хоткеями. В переводе с английского «горячие клавиши». Кто работал в АЕ, тот меня поймет. Но не буду все спойлерить, а начнем делать свою обоину для рабочего стола. На сайте... да. Пизда. Забыл сказать, для этого нам еще понадобится и браузер. На сайте Free Icons мы скачиваем любую иконку, и тут важно скачать ее в формате SVG, чтобы в дальнейшем мы могли ее редактировать. Заходим в Blender, в разделе Add-ons, в настройках мы ставим галочку над этим параметром, и теперь смело можем импортировать файл в программу. Если на данном этапе ты не залажал и у тебя все получилось, то тебя точно ждет великая карьера 3D дизайнера. Прошу заметить, что перед импортом нужно удалить ненужную херню на экране. Удалил? Молодец. Теперь нажимаем букву S и крутим мышку вправо. Тем самым ты увеличиваешь будущий объект. Но покрутив камерой, мы замечаем вот такое вот дерьмо. Дабы решить данную проблему, некоторые контуры нужно удалить. Не спрашивайте, как я это делал вслепую. И можете зайти в параметр Object Data с шифтом увеличить геометрию каждой кривой линии. Чтобы не получалась вот такая каша, ставим параметр Extrude между контактирующими объектами на одно значение меньше или больше. Но тут уже на ваше усмотрение. После придания объема всем частям объекта мы поворачиваем как нам нужно и разделяем экран на две стороны. Вот так вот это делается. Теперь на одно окно выставляем камеру и смотрим, как у нас получается, а во втором окне мы можем редактировать. Комбинацией клавиш Shift плюс A создаем plane и увеличиваем его с помощью скейла, примерно вот так. Нажимаем на Tab и с шифтом выбираем углы плоскости. Далее на клавишу E, английскую, тянем вверх. Должно получиться что-то вот такое, и в модификаторе выбираем Bevel, что позволит нам как бы скруглить плоскость. В сегментах указывайте 29-36. Тут уже на ваш выбор. Создаем опять плоскость и поднимаем ее выше нашего объекта. Эта плоскость будет служить, к сожалению, не в армии, а нашим светом. В материале выбираем Emission и все. Больше ничего делать не надо. Далее нам нужно выбрать кривую, которая отвечает за контур, и поставить на ее материал стекло, или же Glass, хз, как оно правильно произносится. В настройках рендера мы ставим цикличный рендер, viewport на 32, а рендер на 128 и нажимаем F12. Наша пикча готова, но по желанию ее можно доработать в фотошопе, и это желание у меня есть. В фотошопе по-быстренькому накидал цветокоррекции, шума и вырезал объект, продублировав его, разместив где мне нужно и накинул размытие по Гауссу. Вот, собственно, результат. Да, можно было, конечно, и лучше сделать, но я спешил с созданием этого видео. И вообще, что я вам тут оправдываюсь? Запомни. Ливер на континенте хуй не знает где, блядь. А хули сюда лезет? Ливер на континенте хуй не знает где, блядь.